Всем привет, дорогие друзья! Авто в Испании, всех это интересует тема. И сегодня мы на выставке, как обычно, смотрим автомобили. Что есть, что приобрести. Ну и в этом году даже на улице выставлены уже авто. Что у нас за авто? Это ID. 7, Volkswagen. Наконец мы дождались. Нормальный автомобиль, электромобиль. Он 100% электрик? 100% электрики, да. Ноль. Ноль эмиссии. Он такой большой, полномасштабный уже. Можно его сравнить с таким седаном отлично. Прикольно. С китайским не сравнить. Ну тут Купра, как обычно. А мы идем дальше. Красивый. Тоже как гибрид, видишь? Ого, Subaru какой красивый. Автомобиль 47 900. Вот это да. Красота. Mitsubishi 48 350. Между прочим, это плагин гибрид, это очень хороший автомобиль. А ну-ка расскажи, чем он хорош. Я знаю просто нашего знакомого, который живет в Орело Кости. Он ездит, уже несколько раз ездил в Питер. И говорит, очень удобно пользоваться плагином. То есть заряжает, ездит. Цена у него 48 350. Ну там минус, видишь, скидки там и так далее. Прежде всего на ферии всегда со скидочкой. Ну, так далее. То есть очень выгодно покупать на выставках. Сейчас мы идем на выставку, на такую ферию, где можно купить автомобили. Мы уже не раз говорили, с хорошей скидкой, с хорошей офертой. Вот мы заходим сюда, в это прекрасное здание в Аликанте. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Мы на выставке в Аликанте, как обычно, и покажем вам какие-нибудь интересные автомобили. Так что, если вас интересует тема авто в Испании, можете смотреть этот ролик дальше, вы узнаете много интересного. Наверное, будут какие-нибудь новинки, а может быть и нет. И не забывайте ставить лайки и подписываться на этот канал. Ой, мы сразу зашли на выставку, увидели новый интересный автомобиль. Сейчас вам Алексей про него расскажет. Кто-то подумает, что это Ebro, это очередной китаец. Нет, на самом деле это испанский автомобильный бренд, который изначально был известен как производитель грузовиков, автобусов и тракторов. И сейчас, как видите, выпустил именно вот такие вот автомобили. Они построены на базе Nissan. И, в принципе, я думаю, что это будет довольно таким мощным конкурентом. Он такой большой джипик, да? Да, большим конкурентом этих китайских автомобилей. Он бензиновый какой он? Гибрид? Ну, это не знаю, суть-то не в этом. Суть в том, что появился новый бренд. 34 тысячи, видишь? Ну, скорее всего, наверное, либо бензин. На базе Nissan Navara, да? Да, если кто-то хочет представить габариты, размеры, действительно большой получился автомобиль. Он, как Татьяна уже сказала, построен на базе Nissan Navara. Смотрите, цена 40 290, но сегодня написано, что 36 790. Специальная цена вот на таких выставках. Вообще мы видели, что на выставках цена всегда ниже. Но для меня он такой громоздкий, особенно для Испании, мне кажется, он очень огромных размеров. Это джип такой, джип, мне кажется. Джип за 40 тысяч евро. Джип за 40 тысяч. Не китаец. Да, привлекательно, конечно. Мы не знаем его технические все особенности ведения на дороге и так далее. Но я бы такой не выбрала только по одной причине, что он очень громоздкий для Испании. Ну, парковаться, конечно, это... Но если ездить по сельской местности и перевозить семью, собаку там и так далее, то, наверное, здорово. Ну, на самом деле, сейчас вот этот бренд Ebro возрождается как производитель электрических автомобилей. И вот первый раз на выставке в Барселоне он как раз появился в 2023 году. Ну ладно, пойдем дальше, не будем задерживаться на этом автомобиле. Сейчас я вам покажу его с разных сторон. Ну, вот такой он интересный. Слушайте, ну смотрите, также здесь есть Volvo автомобили. Кстати, ну вот цена 87 тысяч, оферта 38 400, да? То есть написано, тебе нравится, ты можешь забирать его еще за 416 евро в месяц. Тут 398 евро в месяц. Могу сказать, что многие в Испании, конечно, покупают в лизинг, кредит, то есть с некой рассрочкой, и это тоже пользуется популярностью. Что мы можем сказать про Volvo, Алексей? Volvo как был, так и остался все-таки европейским брендом, хоть и выкупила китайская компания, но эргономика и вообще качество автомобилестроения осталось, в принципе, на прошлом уровне. На хорошем уровне. Volvo есть Volvo. Шведский автопром. Ну, шведский бренд, да?
Классные, хорошие автомобили. Пишите, кому нравится Volvo, кто ездит на этом. 89 900 цена. Нас раньше просили обязательно рассказывать цены. Китайских автомобилей мало. Не так много, но есть вот. Ну что, Алексей, Красиво, да? вот этот цвет красивый, зеленый. Ну что тебе сказали? Все равно 40% китайского здесь присутствует Да. в этих испанских автомобилях. Сейчас представлено две модели, там S600, 700, 800, но это на самом деле одна модель. И в конце года будет еще одна модель, немного короче. Но электромобилей таких нет, да? Нет, Это почему пока- есть, просто здесь не представлены. Здесь нет. Есть, производится в Барселоне, я так понял, на заводе Nissan. Ну, так смешно, я говорю, для Испании, наверное, это у вас большие автомобили. Нет, говорит, большой автомобиль, ну как, большая скорость, больше... Большая безопасность. Большая безопасность, да. Вот, так что, ну нет, вот, я думала, для Испании надо маленькие, нет, они как бы позитивно относятся к большим размерам автомобилей. Так, записываю, все-таки решил зайти в Ebro. Во-первых, ну смотрите, дверки закрываются идеально, просто. Как абсолютно любой европейский автомобиль. Отделка очень хорошая. Смотрите, как сделано. Рычаг передачи. Полочка. То есть, ну, по всем параметрам, не знаю, как название, но это все человек может привыкнуть. Но видите, и панель уже цифровая. То есть абсолютно новый автомобиль, европейский бренд, произведен в Испании. Так, следующий автомобиль у нас. Очередной китаец. Очередной китаец. 26 тысяч. Полностью электрический. 0 эмиссии. От 28 вот это, а тот от 26. Да. Ну, вот так вот. Заглянь. Вон здесь даже Ручки такие ну, прикольные. На том Ниссане дверка намного приятнее. Здесь, конечно, она сразу Мягко, конечно, легкое, все. Запах очень приятный. Кстати, немножко пахнет, как в BMW новенькой. Покажи саму панель на китайском языке. Панелька, о, да. Китайский язык, да? Ну, здесь все так, в принципе, очень приятное сиденье, мягенькое такое. Ну, вот как бы так. Там панорамная крыша, что ли, нет? Да. Панорамная крыша, видимо. Ну, для любителей китайского авто варианты всегда есть. $14 740. По 112 евро в месяц. 3 года гарантии. Такие маленькие автомобильчики есть. Для тех, кому это интересно. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Вообще 50 800, с учетом оферты 44 600. Здесь все данные есть технические, вы можете поставить на паузу и, соответственно, посмотреть. Такие милые автомобили. Здесь есть белый, есть гриз цвет, ну я его так называю, серый, да? Вот, вот такие автомобили. Ну что? Этот стоит 50, а сейчас 44 600. Да, ну его можно сравнить там с BMW седаном, если честно. Комфортно, да? Да, очень комфортно. Ну, так. Так, ну вот по цветам, кстати, вот тут цвета есть разные. Все габариты, все данные, все здесь представлено. Ну, давайте посмотрим. Очень миленькое сиденье. Я бы назвал автомобиль премиум класса, смотри, NFC даже здесь Да? есть. Расскажи два слова, свои впечатления. Что у тебя, панорамная крыша сверху, да? Во-первых, ощущение очень широкое. Такое ощущение, что сидишь в Ford Это у нас, Transit во-первых, грузовике. китайский автомобиль, да? Китайский BYD самый лучший, который он сейчас выходит на все. Он новиночка какого года? Это современный. Там, Современный, да? конечно. Мы еще раз
повторим, наверное, что мы не специалисты по автомобилям, а просто Нет, пользователи. конечно, мы смотрим для себя и вообще для своей семьи, может быть, для общего понимания тенденций. Ну, эргономика Что на здесь рынке вот есть? отличная. Вот мне всегда не нравилось, что ногу некуда деть. Здесь специально сделали немножко уменьшение, есть возможность развалить. Подсветочка очень классная, цветная. Ну, подсветочки я не вижу. Ну, вот она мигает. Сенсорный экран. Как он сенсорный Удобно, экран? что здесь есть отдельная панель прибора для водителя. Общая. Ну, в общем, ты думаешь, ты подозреваешь, что в управлении сенсорный экран, кстати, нет никакой задержки, все нормально. Да, удобно, смотри, кожа везде. И маты, Это кожа? Все, да, отделка очень хорошая. Ну, понятно. То есть по эргономике нормально. Ну, такой автомобильчик. Un edificio entero. La potencia del coche. Короче, от машины, от батареи машины сейчас делают вот такой вот попкорн. То есть теоретически вы можете от своего электромобиля, сейчас покажу поближе, здесь специальная вилка, в которой стоит сопротивление определенное, и вот питает такой вот пункт. Muchísimas gracias. Вот так вот даже нас угостили попкорном. Вот так вот. Такой вот BYD автомобиль. Нас угостили паламитосом. А я хочу еще сказать, что 463 километра автономии. И вот вся информация здесь. Del acabado. Así es confort, es design, según el modelo. Интересно. Sí, sí, porque como el Ah, plan ¿ya? MOVE se ha vuelto a activar, que ayer o antes de ayer fue cuando el gobierno notificó Очень интересно. que se volvía a activar. Oh, sí, es que Хороший автомобильчик. Ну что, вот так еще на расстоянии вам покажу. BYD нас потряс на самом деле. Что именно? Ну, во-первых, машина очень широкая внутри, прям очень просторная. Очень доброкачественно сделана и панель, все, отделка. Плюс вот эта функция, технология Vehicle to Load. То есть можно от машины заряжать там себе что-то, подключать палатку в кемпинге, допустим. Там. Ну, давай я Или- тебя вот так переведу. Да, или просто там подключить дом. Приехал домой на дачу, дома нет света, включил от машины. То есть очень удобно. Да. И батарея 80 киловатт, это ну, прям вообще супер. Как вариант, появляются варианты интересные, да? И по ценам, и, в принципе, И цена, если раньше цена там в районе 40 тысяч, да, продавали, здесь 50, я считаю, премиум класс автомобиль. ну давай еще варианты какие-то посмотрим, просто интересные, что здесь есть еще на рынке. Есть с пробегом автомобили, есть абсолютно новые. Еще раз скажу, наверное, уже в 10-й раз, что на таких фериях цена всегда ниже. Это выгодно покупать, вам не надо ехать куда-нибудь в Германию, гнать или там нанимать кого-то, кто вам пригонит. Всегда можете прийти и, так сказать, обычно по 3 дня проходит такая ферия. Ну и местные, конечно же, пользуются таким моментом, они действительно покупают здесь очень часто автомобили со скидками. Вот мы некоторые, кстати, уже видим купленные, хотя только началась выставка, сегодня первый день. Мотоциклы, БМВшечки. Классно. От попкорна оторваться не могу. Не люблю его, но в данном случае Это как наш красный был. у нас были такие Поларисы в Санкт-Петербурге. Катались мы все. Ну как, управляли им. Как говорится, плавали знаем. 8990. Только в Питере резину приходилось сразу выкидывать Ну, конечно. и ставить нормально. Не садится, написано. 11990. Тоже Polaris. 70-й. Прикольно. Давайте посмотрим вот этот яркий автомобиль 28400. Это стопроцентный электроавтомобиль Volvo. Он сейчас где изготавливается? Это сложно.
На заводе. Ой. Он не 28, он 48 373, а 28 это, наверное, его первая цена. Оферта 38 900. Ну, в общем, показала вам его со всех сторон. Считайте сами. Ну, ты какие страсти наговорил. Ну, это бэушный, да? БУ. Ну, все равно такой большой. Интересно. В общем, можно купить все, что вам захочется. А следующий. Следующий. Шкода Кодиак. Ну что это? Электро? Вот электро. Можно все вот здесь узнать. Сосканировать. Сосканировать и все узнать. 34 850. 460 евро в месяц, если Уже так вот. ниже 40 стали, видишь, все. Да, но это электромобиль, да? 589 километров автономии, вот тут написано. Соответственно, это... Салон пахнет Volkswagen. Вот так. То есть не очень, да? Не, ну как, почему Не не очень впечатляет, нормально, современный. Ну, ткань может быть и плюс в Испании, потому что спина Да, кто-то нам писал, что в Испании плюс ткань, потому что кожа, она... или тяжело закрывается вот на BID, вообще идеально закрывался. Ну, вот эстетически со стороны, как бы так, с внешнего вида она меня не сильно впечатляет. Вот, но это лично мое мнение, оно может отличаться от вашего, естественно. Не обязательно должны все чувствовать то же самое, что чувствую я, но я вот как-то к Шкоде не очень расположена. Хотя здесь их много, разных автомобилей. МЖшки, которые мы когда-то тестировали, тест-драйв проходили. Цена, кстати, упала. Я смотрю на них. 24 290. Вообще в нашем районе, вот, кстати, в Ориола Коста, где много иностранцев живет, я даже видела на стоянках, просто выставляют с надписью «Продается». Там какая-то не очень тоже большая цена. Вот удивительно, кто знает, почему их продают так быстро. Тоже такая оранжевая, красивая, цвета апельсина, которая совершенно недавно вот на выставке мы показывали. Вдруг она вот просто продается. Ой, а тут 15 190, смотрите, вообще. Ну, вот такая вот тенденция. Вот в прошлый раз мы видели, цена была там за 25-26, сейчас 18 стала. 18 290. Почему-то цены на них падают, дорогие друзья. Гибрид. Может быть, кому-то нужна 18 290. А тот, кто владел такой машинкой, напишите, как вам. Ну, салон такой аскетичный. Ничего такого здесь нет. На 18 тысяч может быть. Вот. Но я не фанат этого. Тем более, что я вижу, что они очень стали продаваться. Значит, что-то в них не так. Ну, по моим сугубо таким методом дедукции. Я логикой рассуждаю, дорогие друзья, логикой. Включаю логику. И, ну, вот я понимаю, BMW. BMW есть BMW. Этим все сказано. О, BMW X2. Уже продано, кстати, да. Я вообще... BMW это моя слабость. Я управляла BMW-шками, поэтому мне они безумно нравятся. Красивая, да, такая вообще? Да, вот это да. Вот это класс, вот это самый шикардосный автомобиль на этой выставке. Посмотрите, какая красота. Цвет, цена, все соответствует. Внутрь заглянул. Да, очень красиво. Цвет салона. Супер. Он блестит, как изумруд. Кстати, эти Ой, запах БМВшечки. Ну, конечно, БМВ есть БМВ. Вот это я понимаю, вот это автомобиль. Ты руль, посмотри, какой.
Все, вот это моя любовь на всю жизнь. Управление, экран, руль. Ой, он бархатный такой, из напы, наверное. Все вот эти кнопочки на руле. Кожаный. Супер запах. О, ну это уже все. Это кожа, этим все сказано. Кожа такая же была, Да. Этим все сказано. Автомобиль есть автомобиль. Закрывается. Изумруд. Супер. Ну что, дорогие друзья, мы все-таки выбрали победителя этой выставки. Это вот этот самый автомобильчик BMW, который я вот вообще для себя называю изумруд. А китайцы все отстой. Ну, китайский есть китайский, наверное, что-то где-то не достает. А сюда, когда просто вот погружаешься в этот автомобиль, чувствуешь, что все вообще, все, что нужно. Гибрид Peugeot, мы уже его, кстати, 3008 мы уже снимали, стопроцентный электрик. Почему написано? Это электрическая, 8 лет гарантии, 3008. Смотрите, какой автомобиль классный, но... Тоже вставки, вот, это испанская чисто особенность. Кожа только по бокам, а здесь макеточки. Да, здесь, значит, комбинированный такой салон, материя и кожа. Руль спортивный, удобный. Вот эти вот очень хорошие вставочки. Экран, управление. Экран кинотеатра, зачем они так сделали? Ну, экран может быть не очень, но запах, все вот это, подголовники, мне кажется, очень удобные. Само сиденье с поддержкой. Ну, вентиляции, правда, нет, ну ладно. Здесь все. Лезвие туда или нет? О, мягкое все. И здесь мягкий, кстати, не будет греметь бутылочка. Вообще так визуально мне вот все вроде бы очень нравится. Ну, конечно, с BMW не сравнить. Спортивный руль, почему? Хороший. Да, ну, У меня маленький такой был на BMW, очень удобный был. Кстати, экран не закрывает, даже не закрывать будет. Обзор хороший, да? Да, и переключатель, видишь, когда? Угу. Сейчас посмотрим, что у нас сзади. И даже сзади не поэкономили. Ну, мягкого нет, но не грохочущее вот это вот. Хотя немножко пластик грохочет. Узковато вот здесь сзади расстояние между передним сиденьем и если кто-то сядет, колени будут упираться. Очень узко сзади. То есть здесь могут только дети. Взрослым будет тесновато. Сейчас посмотрим, как закрывается. Закрывается, в принципе, ну, на троечку. Ну, это йо-йошки. Впервые мы их увидели здесь на выставке. Они стоили 7000 евро. Ну, а сейчас 11 490. 100% электро. Автономия 150 километров. Скорость максимальная 90. Мы, кстати, у нас на канале есть тест-драйв. Мы катались на этой машине. Может быть, под видео прицепим ее. Ну вот, пожалуйста, китайский автомобиль. 11:43 a.m. May almost Тоже МЖ. 20 degrees Celsius. Кстати, еще и Into навигатор. Orlando. Please pay attention to driving safely. Алексей, расскажи про эту выставку в Аликанте. Вот сейчас мы посмотрели с тобой авто в Испании на выставке в 2025 году. Здесь в выставочном комплексе в Аликанте, как обычно, ежегодная, да, она выставка. Свои впечатления можешь какие-то рассказать нам? Тенденция такая, я вот сейчас посмотрю на новые автомобили. Цена все-таки опускается. Мы видим, что и электрические плагины, они цена все-таки стала ниже. Если раньше средняя цена была 36-40 тысяч, то теперь мы видим уже 25, 27, 29 тысяч. Также китайцы, в принципе, вот, кроме BYD никто не появился. МЖ мы видим, в принципе, есть у них, конечно, и красивые автомобили, но на сегодняшний момент вот, два китайца, это конкурентоспособные, это BYD и MG. Опять же, MG это все-таки английский бренд, то есть он выступает здесь, Volvo также выступает. Ну, ты увидел какие-то супер новинки, которые... Супер новинки, вот BYD, в принципе, интересная. И ID7 ты хотел Volkswagen, но он на улице почему-то выставлен. Я для себя BMW присмотрела. Нет, это шутка, хочу сказать, конечно. что
очень много европейских брендов. Вот появилась новинка, испанский бренд на базе Nissan сделанный. Вот. Ну, в принципе, все, остальное. Китайцев стало меньше, какие-то упали в цене, но вот такая тенденция Но сейчас у нас, да? европейцы. Что появилось? Европейцы, новый бренд. Да, больше Ebro. европейских брендов, меньше китайских, и вот какая-то вот Кстати, такая цена. этот бренд Ebro, я вспомнил, что Ebro это река, которая протекает Да, в Барселоне, и там река. находится завод Nissan. Так что, скорее всего, это почти Nissan с испанским родословным. Духом Да. Испании, да. Ну, ладно, мы еще, может быть, немножечко пройдемся. Пока на этом все. Ну что, дорогие друзья, мы прошли выставку в Аликанте 2025, выставка автомобилей, авто в Испании. Надеюсь, что это вам было интересно, полезно. Как всегда, с вами Татьяна Алексей, канал «Мы в Испании». Увидимся вновь в следующих наших роликах. На этом все. Выбирайте свой автомобиль, будьте внимательны на дорогах. Всем удачи, добра, хорошего настроения, позитива. Адьос, амигос, чао-чао, пока-пока.